Приветствую вас на канале Animal History. Анна-Лиза Барк и ее мать живут в частном доме в отдаленном сельском районе Айдахо, поэтому для них было непривычно однажды ночью увидеть бродящую под окнами бездомную кошку. На следующее утро женщины вышли, чтобы поймать кошку и отвезти ее в кошачий приют, но кошки нигде не было. Зато они нашли двух котят, которые родились, видимо, несколько дней назад. Один котенок к приходу женщин был уже мертвым, а второй был очень слаб и выглядел больным. Женщины взяли котенка, а чуть позже им все-таки удалось найти и кошку-мать. Обоих животных они увезли в местный приют гуманного общества. Когда Анна-Лиза и ее мать вернулись из города, проходя мимо сарая, они вдруг услышали тоненький котячий писк. Не веря своим ушам, женщины начали искать еще одного котенка и внезапно обнаружили, что писк идет из-под слоя свежей грязи. Женщины начали разгребать грязь в этом месте и нашли живого котенка. Он находился там закопанный не менее 8 часов. Когда мы вытащили его, вся его мордочка была в грязи, он наглотался грязи, и она попала ему в нос. Он был на волосок от гибели, но отчаянно старался дышать, хрипя и кашляя, рассказывает Анна-Лиза. Женщины занесли малышку в дом и стали очищать котенка от грязи и промывать ему рот. В приют было ехать уже поздно, он был уже закрыт, поэтому на ночь котенок остался в доме. Женщины не спали всю ночь, пытаясь накормить котенка молоком и согреть. На следующее утро они повезли котенка, которому дали имя Джема, в город, но ветеринар сказал им, что шансы на выживание у котенка очень небольшие. Более того, Анна-Лиза и ее мать узнали, что больной котенок, которого они привезли в приют вчера, не пережил ночь и заплакали, понимая, что подобная участь скорее всего уготована и Джемме. Мы плакали и прощались с ним, и потом ветеринар спросил, хотим ли мы, чтобы котенка быстро и безболезненно усыпили или подарим ему хоть небольшой, но шанс на жизнь. Я сказала, что мы хотим попробовать второе. Анна-Лиза взяла на работе срочный отпуск, чтобы посвятить все время котенку, ведь такому маленькому и слабому существу был нужен круглосуточный уход. За последующие несколько дней несколько раз казалось, что все усилия Анна-Лизы впустую, котенок был очень слабым и несколько раз терял дыхание. Но потом случилось чудо, котенок начал кушать более охотно и стал набирать вес. Малышка Джема очень медленно, но выкарабкивалась из могилы, в которую ее отправила ее собственная мама-кошка. Спустя месяц стало ясно, что опасность позади. Сейчас Джемме 6 недель, и она выглядит и ведет себя как вполне здоровый котенок. Она уже начала кушать влажный корм и постепенно переходит от молока на воду. Джемма настоящий ангел с невероятной волей к жизни, говорит Анна-Лиза. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.